Привет. Я думаю, вы и без меня знаете, что сейчас в мире происходит. И я решила, что пока у меня есть YouTube, то имеет смысл что-то сюда выложить, потому что как-то мне несколько человек уже, даже, знаете, не от одного с половиной, вот правда, от нескольких человек я слышала, что их мои видео на YouTube успокаивают по какой-то неясной мне причине. И я решила, что, наверное, у меня есть какая-то ответственность перед этими людьми сейчас. И это вот... Если вам как-то это поможет, то я буду рада. Это, во-первых. Во-вторых, по моей статистике маленькой на канале, моем маленьком, я знаю, что некоторое количество людей из Украины меня тоже тут смотрят, или смотрели, по крайней мере. И я знаю, что никакие слова сейчас ничего не изменят. Но я также знаю, что есть люди, которым важно просто хотя бы услышать, что нам здесь, по эту сторону, что нам не все равно. И то маленькое, что я могу сделать, то я могу сказать, что мне не все равно. И если вот это видео сегодня вам как-то, хотя бы немножко как-то поднимет вам настроение, то я буду этому очень рада. И я постараюсь еще что-нибудь повыкладывать, пока у меня работает YouTube. Короче, вот так. Извините, я монтировать сегодня ничего не буду, потому что я немножко не в том состоянии, я не уверена вообще, что у меня получится как-то перекинуть это все с телефона на компьютер, поэтому что есть, то есть. Это наклейка от Intake, а это разворот, процесс создания которого вы, кстати, могли видеть, потому что он есть тут где-то на канале, не помню, если я найду, я вам оставлю ссылку, если вам захочется посмотреть. Вообще этот скетчбук, где-то я его купила в 2015, наверное, или даже 2014 году, знаменательное время было, да? Но он у меня просто лежал какое-то время. Я, вернее, пыталась что-то в нем рисовать, но я тогда так очень плохо понимала, что вообще со скетчбуками делать. Потом я, кстати, начала смотреть Анту.РФ, которая заполняла скетчбуки, и которая, кстати, украинская художница, если вы не знали. В общем, да, я стала смотреть ее видео, и тогда я примерно начала понимать, что со скетчбуками можно делать, что это вообще очень круто и весело, и, кстати, канал тоже я во многом благодаря ей свой создала. Так вот, но тогда я не стала рисовать в этом скетчбуке, потому что я вообще про него забыла, он у меня где-то в недрах шкафа там дожидался своего часа, а потом я его откопала и нарисовала вот это. Что, в принципе, я считаю тоже... Сейчас достаточно актуально, извините, я перестану это делать. Вот, такая девчоночка, которая не хочет нахуй видеть того, что происходит вокруг нее. Не могу осуждать ее за это. Вот, но как-то, да, вести я это начала в сентябре. Это у меня, получается, 8-й скетчбук. Вообще у меня с подсчетом скетчбуков очень так стало тяжеловато, потому что я их веду абсолютно рандомно. У меня тут лежит в качестве подставки под мышку еще один скетчбук, вот этот. Я надеюсь, я его когда-нибудь закончу. И даже смогу показать вам, может быть. Вот. А это я нарисовала в 2015 году. Здесь вот у меня на обратной стороне, мне в голову не пришло, что, наверное, имеет смысл иллюстрацию и стихотворение к этой иллюстрации помещать на одном развороте. Я почему-то сделала вот так. То есть вот это вот сюда, а вот это вот вместе. Я не знаю, видите тут логику, и я не вижу, и ее тут нет. Это вообще было стихотворение, которое одноклассница моя написала. Если вам вдруг хочется поразбираться в моих каракулях, то у вас есть такая уникальная возможность. Здесь стихотворение Есенина про «Заметался пожар голубой». Я, если честно,
У меня тяжелые отношения с Есениным. С одной стороны, мне нравится его поэзия, с другой стороны, он такой человек какой-то мерзкий, если честно, как будто бы, судя по тому, что я про него читала. Поэтому сейчас мне как-то сложно. Почему заметался пожар голубой? Это голубые мельницы олицетворяют, которые как бы явно так отсылают к этим самым голландским вот этим вот плиточкам. Почему? Я не знаю. Спросите у меня из 2015 года, но она вам, скорее всего, не ответит, потому что вряд ли тогда у нее была какая-то логика за всем этим. Это картиночка художницы, вернее, это наклеечка художницы «Привет, это я». Это мой любимый, вообще прекрасный, самый замечательный мужчина на планете. Это Владислав. И что мы делаем в темноте? И он знаменует собой эру уже новых рисунков в этом скетчбуке. Это, значит, я смотрела «Ход королевы», и там был вот этот персонаж, которого играл актер, который играл Дадли из «Гарри Поттера». И вот он такой вопрошает: «Are you horny, though?» Horny — это состояние души, знаете, сложно объяснить, что значит horny, но вот он спрашивает, horny ли вы? Здесь персона задает вопрос, который, наверное, хочется задать всем нам. What the fuck? А на этом развороте тут продолжается интерес. So are you horny? Вообще, это был эскиз к живописи, которую я делала. Это сестра моя. Так-то. Так что даже немножко неловко. А это, наверное, один или даже самый любимый мой рисунок в этом скетчбуке. Это я. Это моя двоюродная сестра. А все вместе это сервант бабулин с заповедной посудой, которую нельзя трогать. Но трогать нельзя, но рисовать-то можно, правильно? Здесь я ходила рисовать дерево у себя в городе. Это Йеннифер, которую я рисовала на мем. Помните, был твиттерский мем, где нужно было 6 персонажей нарисовать? Это вот настолько давно я веду это. И вот здесь я вклеила цветочек из своего города. У нас по городу много насажено вот таких кустов с этими цветами, и они летом цветут. Не пахнут, кстати, совсем, но выглядят очень красиво, по-моему. Особенно белые мне нравятся, но... Я белый тоже засушила, но он пожелтел, стал такой несчастный и уродливый, поэтому я решила его не вклеивать. Здесь это как будто какая-то ода Франции, но на самом... Или не Франции. Но это было какое-то задание у меня в университете по предмету психология творчества. Я прямо чувствую, знаете, какое у меня полезное нынче образование с предметами вроде психологии творчества. Но вообще было очень интересно. Я, правда, не помню, что это в итоге все означало, но выглядит как-то выглядит. Некоторое количество голых тел, куда без этого. Еще некоторое количество голых тел. Тут я пыталась подражать манере одного художника, китайского, по-моему, я не помню, как его зовут, к сожалению. Ну, я пыталась. А вот тут начался Инктобер. И вообще про эти картинки вы можете посмотреть видео про Инктобер. По-моему, вот это, я не помню, это там было или нет. Но вот эти там были. Поэтому я так особо распространяться не буду. Просто скажу, что это Эллион из «Чародеек» на тему «Кристалл». Это секси-коп из «Игры в кальмара». Блин, в восторге от этого мужчины. Очень-очень красивый, конечно, молодой человек. Это была тема костюм. Это на тему узел. Это на тему Рейвен. То есть Рейвен это как ворон. Это Лилиана из Dragon Age. Это на тему Спирит, то есть дух. Я не очень эту картинку люблю, но вот такая она есть. И это, по-моему, это все, что я, кажется, сделала на Инктобер. Там еще в другом скетчбуке другая картинка есть, но в целом все. А вот тут у нас снова голые женщины. Никогда такого не было, и вот опять. А здесь снова некоторое количество голых женщин. А здесь я, у которой очень болит голова.
которая в слезах из-за чего-то. Уж не помню я, из-за чего я плакала тогда, что казалось мне тогда очень серьезным. Но вот что-то такое было. И вот она я в слезках. Это все еще коп из игры в кальмара. Это, знаете, мне кажется, вот это такое воплощение Pretty Privilege на самом деле, потому что я его люблю исключительно потому, что он секси. Извините, вот такая вот я порочная, поверхностная женщина. Ну вот, какая есть. А эта девочка в Инстаграме, одна художница, у нее ник, по-моему, Мурмур. И она запустила свою фотку в сторис, такая, типа, а чё, никто мне не нарисует? И я такая, это чё, блядь, вызов? И, в общем, я нарисовала. Немножко получился короткий нос, у меня такая проблема часто бывает, но в целом мне все равно нравится картинка. Тут у меня наконец-то голый мужчина, я думаю, сколько же можно-то только женские письки рисовать. Теперь настало время. Надеюсь, тебе это понравится, YouTube. А здесь у меня такая женщина-вампирелла, вампиресса. Такая вот Гелла. Прилети, пожалуйста, Гелла, в окно и сожри их всех нахуй. Спасибо. Так, все. Это заговор на понос, как вы знаете. Отправьте. Вы знаете, кому отправить. Заговор на понос. Выбирай карту, пусть карты расскажут, заговорили ли на понос тебя. Здесь, кстати, она разговаривает как мастер Йода, не потому что это была такая художественная задумка, а потому что я пропустила слово «тебя». Должно было быть «не заговорили ли тебя», нет, «не заговорили ли», кажется, да, «тебя на понос», но я забыла написать слово «тебя». Сложно быть тупой, извините. А здесь у нас... тоже это все еще из игры в кальмара. Когда я эту картинку нарисовала, она мне нравилась. Сейчас я вижу, как я сильно намяла форму. Но, не знаю, наверное, она мне все равно все еще нравится, но, конечно, можно было сделать получше. Здесь такой небольшой комикс про то, как... про восприятие, наверное, комплиментов. Или даже не совсем... В общем, знаете, когда люди как-то говорят о том, что у них есть какие-то комплексы, наша первая реакция немедленная, как будто бы бывает их убедить, попытаться в том, что да, это все не так, да ты там очень красивая. Но, наверное, часто людям просто важнее даже просто выговориться, потому что как будто бы убеждение в том, что да забей, да ты красивая, наверное, они не особо помогают, мне так кажется. Я, знаете, что поняла? Что то, что люди не понимают, это то, что мы этот человека воспринимаем целиком как образ какой-то, да? То есть мы не видим человека как вот нос, или губы, или там, толстые ляжки. Ну, вернее, некоторые из нас видят, конечно, но в целом, мне кажется, человек для нас — это совокупность всех этих вещей. А с этой стороны у меня такая вот вклеечка. По идее, это вообще-то должно вот так смотреться. Это типа глаза. Но я вклеила вот так почему-то. Это такой разворот, который я делала, когда болела. Кстати, у меня, по-моему, про него тоже есть отдельное видео. Вот это мое лицо. Вот это я нарисовала Кейтлин из Аркейна. Тут тоже страница Аркейна. Это Медарда. Это Кейтлин Вай. Такая вот история. Это моя сестра. А это билетик. Я ходила на выставку. Тут не написано, по-моему, на какую выставку, но ходила я на выставочку у себя в городе. Этот рисунок вы, кстати, тоже видели, потому что это я когда пыталась ходить на пленэр зимой, я вот нарисовала вот это дерево. Это, если что, скворечник. Вот.
Здесь тоже, ну, я пыталась рисовать пастелью. Это карандаш простой. Я надеюсь, просто понятно вообще интересно, что тут нарисовано. Это типа лестница и река, и мост через реку, если что. Это церква. Тоже у нас в городе, у нас есть Григорианская церковь. Этот, кстати, тоже из того видео про зимний пленэр. Это я пыталась что-то сделать. Это вот такая вот медуза. Мне, кстати, нравится, как получилось. Здесь я посмотрела видео Ани Консервы и попыталась порисовать карандашом растушевкой. То есть вот это все, это простой карандаш и растушевочка. Вот, а вот здесь, на этом моменте у меня закончился мой оранжевый брашпэд, который я не знаю вообще, смогу сейчас купить где-то или нет. Ну, наверное, смогу, но не знаю, сколько он будет стоить. Короче, я просто подзакрасила, как говорится, абсолютно незаметно, конечно, закрасила это. Здесь такая дама с горящим взглядом или горящими глазами. Это моя подружка. А это я наклеила, чтобы не было пустой разворот. А это я. Такая вот серьезная. Ну, вот это последний рисунок здесь. Тут спрашивают у девочки: ты что, хочешь как в 20-х? Сиди на жопе ровно. А она говорит: ох, ну мам, на этом этот скетчбук у нас пока закончен. Но у меня еще есть кое-что. У меня есть скетчбук поменьше. Они у меня, кстати, оба белые, и оба, посмотрите, как засрались. Я их таскаю все время в своем рюкзаке, в котором у меня тоже и карандаши, что только не валяется, и поэтому мне засрался. Такие, кстати, вот такой, я когда в последний раз заходила в красный карандаш, такой скетчбук стоил 580 рублей. Поэтому, если вдруг, то, наверное, имеет смысл сейчас купить побольше. Вот такой малыш. Ну, он у меня, по идее, 9, но, опять-таки, я так всрато все эти свои скетчбуки веду, что и непонятно. Тут вот я нарисовала, это Сократ вроде, да? Вот эту картинку люблю. Если честно, она тоже была на Инктобер, на тему сосуд. И тут как бы сосуд греха. Сами уж решайте, кто из них двоих. Вот такая церква. Это на станции метро Тульская. И тут вот у меня все слиплось. И эту я нарисовала совсем недавно. Думаю, вы знаете, какой тут лозунг был. На этом пока все. У меня вообще, знаете что? У меня осталось... Вот этот скетчбук у меня остался. У меня осталась половина вот этого акварельного, да, вот это последняя моя картинка. А так тут еще, ну, нормально. У меня остался, я вот специально купила вот этот. Что вкусно? Странно очень. Тут пока ничего нет. Пустой. Еще дома у меня есть один в моем городе. И я думаю, что я еще парочку закуплю. И если у нас будет интернет, то я
постараюсь потом как-нибудь вам это все показывать, если вам это нужно. Вот. Я не знаю, на Ютубе я это буду делать или в Инстаграме. У меня пока он работает без VPN даже почти, хотя сообщения иногда не открываются без VPN. В Инстаграме, может быть, я это буду в ВК загружать, не знаю, может быть, создать Телеграм-канал, я пока не знаю, надо это кому-то вообще или нет. Так что как-то будем, наверное, оставаться на связи. И я хочу пожелать, наверное, это непростое время. Даже не знаю чего. Наверное, чтобы это непростое время поскорее стало простым и закончилось уже, блядь, наконец-то как-нибудь нормально. И не знаю. Берегите себя и своих близких, как говорится. Посмотрите Шульман, посмотрите, у Кати Гордеевой вышли классные видео вот эти последние пару дней. Я оставлю, кстати, ссылку. Я забыла, как зовут. Там такой очень приятный дядечка. С ней вышло интервью. Я забыла, как его зовут. На А как-то фамилия. Сейчас чувствую себя совсем уж безграмотной, но я оставлю на него ссылку. Очень, очень приятно. И не знаю. Надеюсь, все у нас у всех будет хорошо. И я надеюсь, что, знаете, что меня утешает в последнее время, это то, что лет через 30 или 40, если мы доживем до этого момента, мы, наверное, должны будем как-то все рассказать другим людям и пронести этот опыт. И, наверное, самое главное сейчас это не ожесточиться и не зачерстветь и не стать равнодушными. И мне кажется, что сейчас это очень важно. И мне кажется, что мы должны уже в конце концов вот этот круг равнодушия, вот эту спираль молчания, мы как-то должны ее нарушать. Поэтому держитесь, пожалуйста. Все будет хорошо. Всех люблю, всем пока.